Итак, вас занесло на лучший футбольный менеджер, который находится по адресу inetball.com. Почему он лучший? Потому что тут прикольно, весело, интересно, и только здесь вы сможете влиять на игру непосредственно по ходу матча. То есть в режиме реального времени менять тактику и делать замены игроков. Пройдя быструю регистрацию, вы сможете выбрать чемпионат, в котором собираетесь играть, и создать команду. Но это не значит, что вы автоматически попадете в чемпионат. Пока что вы просто получите игроков с фамилиями и гражданством, соответствующим выбранному чемпионату. Чтобы попасть в чемпионат, нужно будет зарегистрироваться на квалификационный турнир и пройти отбор. Чемпионат в дальнейшем можно будет поменять. Название команды можно выбрать из предложенного списка или придумать самому. Итак, вы создали команду. На это не требуется большого ума. Я просто войду, у меня команда уже создана. Теперь вас будет мучить главный вопрос. Как жить дальше? А точнее, что делать дальше? Для начала попробуем сыграть товарищеский матч. Чтобы зайти на страничку выбора соперника для товарищеского матча, можно кликнуть на вот эту иконку, либо в меню «Главное играть товарищеский матч». Мы переходим на страницу выбора соперника для товарищеского матча. Здесь вы можете добавить свою команду в список ожидания соперников и ждать, пока кто-нибудь вас выберет. Но есть более простой способ. Можно выбрать те команды, которые уже находятся в списке, нажав на кнопку «Играть». Выбирайте соперника, подходящего вам по уровню. При создании вы получаете команду 20 уровня, так что ищите соперника с уровнем близким к 20-му. В данном списке всегда находятся несколько команд ботов, как вы видите сейчас. Я могу выбрать любую из этих команд и нажать на кнопку «Играть», после чего вас автоматически перекинет на страничку установки тактики перед игрой. Жмем. Итак, установка тактики. У нас есть несколько минут, в данном случае 2 минуты, чтобы выставить тактику на игру. У опытного игрока это не займет времени вообще, но первый раз все кажется сложным и непонятным. Обратите внимание, что на майке каждого игрока есть иконки разного цвета. Это его амплуа. Красный – это нападающий, желтый – полузащитник, зеленый – защитник и синий – вратарь. Если вы найдете мышку на майку, вы увидите иконки с разными действиями. Это иконка перемещения игрока, иконка персонального задания и иконка полной информации об игроке. На эту иконку жать не стоит, потому что открывается окошко с полными данными об игроке, которые вам в данный момент не нужны. Своих игроков вы должны знать и так. И вы их изучите в дальнейшем. Итак, как переместить игрока на новую позицию? Просто кликните на игрока, либо на саму майку, либо на иконку действий. К вашей мышке прицепится майка игрока, и вы можете переместить его куда угодно. Точно так же делаются замены. Клик на игрока и клик на игрока на скамейке запасных. Они поменялись местами. Итак, как перемещать игроков вы уже научились. Теперь, что такое этот вот граф с 3 непонятными полосками? Вы можете подумать, что это тест на беременность, но нет. Это информация о состоянии игрока.
его уровень слева, средняя полоска это его усталость, и правая полоска это его повреждения. Ну вот, игра скоро начнется, я не успел вам объяснить все, ничего страшного. Нас перекидывает в игру. Игру можно смотреть в двух вариантах. Первый вариант это игра в режиме 3D графики. Вот сейчас она загрузится, и мы увидим картинку с игроками, бегающими по полю. Кроме этого, есть режим текстового просмотра. Вот игра уже началась, вы видите. Кроме этого, есть режим текстового просмотра. Вот эта иконка справа в верхнем углу. Вы всегда можете перейти с видеопросмотра на текстовый просмотр. Чем лучше текстовый просмотр? Во-первых, игра идет гораздо быстрее, и у вас останется больше времени на смену тактики. Давайте перейдем на текстовый режим. Игра началась сначала. Вы можете читать, что происходит на поле. И вот уже появилась возможность поменять тактику или продолжить игру. В игре 5 перерывов. Каждый перерыв несколько минут. Сейчас у нас есть 1 минута, чтобы поменять тактику или продолжить игру. Давайте попробуем снова зайти на страничку тактики. Итак, мы увидим, что у игроков поменялись параметры какие-то. То есть у него появилась мораль в игре. 4-й параметр, правый 4-й граф. Это мораль. Вот она, 50. У каждого игрока есть мораль, то есть мотивация. Чем больше она, тем лучше. Кроме того, мы видим, что игроки начали уставать. У этого игрока, например, усталость 27. Это пока еще ничего не значит, это небольшая усталость, но если она будет приближаться к 100, то игрока уже, конечно, надо будет менять, он уже будет уставший. Итак, в игре есть, кроме этой вкладки тактики, есть еще вкладки стиль игры и командная тактика, и персональная опека. Зайдем на командную тактику. Здесь вы видите общекомандные установки. Команду можно отправить в атаку, команду можно назначить длинный или короткий пас, прессинг, удар, игра на фланге. Но у нас уже заканчивается время на тактику, и мы продолжаем игру. Следующий перерыв будет через 15 игровых минут. Обратите внимание, что вы можете поменять установки показа. Вы можете просматривать все подряд, или главное, или только комментатор, с комментатором или без. Ну вот у нас уже следующий перерыв. Перерывы происходят каждые 15 игровых минут. Мы можем снова менять тактику. Или нажать на продолжить игру. Тогда игра продолжится сразу, и нам не надо будет ждать. Ну давайте зайдем еще раз на тактику. Итак, мы изучили с вами страничку командной тактики. Но у нас еще есть страничка стиля игры. Здесь вы можете быстро поменять стиль игры. Например, отправить всех в глухую оборону и поменять расстановку на 6-3-1. Или отправить всех в оборону, или в атаку, или в мощную атаку. Кроме того, здесь же вы можете сохранить свой стиль, задав ему какое-то свое имя и сохранив его под своим названием. Например, мой стиль. И использовать его по умолчанию на всех оставшихся играх. Создаем свой стиль. Стиль сохранен. Кроме этого, у нас есть страничка персональной опеки. Здесь вы можете установить персональную опеку игрокам соперника. Слева ваши защитники, справа нападающие соперника. Вы можете выбрать какого-то главного, самого сильного нападающего соперников и установить ему персональную опеку. Или этому нападающему тоже. То есть самых сильных защитников ставим напротив самых сильных нападающих соперника. Таким образом мы их блокируем. Сохраняем установки и продолжаем игру. Вот, игра продолжается, мы можем снова зайти на страничку тактики, а если не хотим, мы можем просто нажать «Продолжить игру». Мы можем смотреть игру с комментатором, можем смотреть подробно все действия. Тогда игра будет идти медленнее, и у вас будет оставаться меньше времени на смену тактики. Можно поставить единичку здесь еще медленнее, чтобы читать все очень подробно.
Сверху вы можете посмотреть состав гостей и его расстановку, то есть состав соперника. Здесь вы видите расстановку соперника и его игроков. Вы можете увидеть, кто из них устал, кто из них травмирован, какая у них мораль и прочие характеристики. Кликнув на информацию об игроке, вы получаете окошко с полной информацией о его параметрах. Но все это лучше изучать до игры, а не во время, потому что во время игры у вас не так много времени. Итак, мы подходим к очередному перерыву в игре. Усталость игроков небольшая. Мы можем отправить игроков в атаку, чтобы переломить ход игры и задать прессинг, к примеру. Тактика устанавливается сугубо индивидуально. Может возникнуть вопрос, а есть ли выигрышная тактика? Ответ – нет. Каждому сопернику надо подбирать свою тактику. На 75-й минуте будет очередной перерыв, последний перерыв в игре. И, наверное, нужно сделать замены игроков, потому что мы бросили их в атаку, установили прессинг, они будут много бегать и уставать. Посмотрим, как они устали, и сделаем им замены. Можно убрать комментатора, игра пойдет быстрее. Можно поставить только главное, игра пойдет еще быстрее. И можно поставить скорость 2, тогда игра пойдет совсем быстро. Итак, поменять тактику. Смотрим, усталость 36, но не такая большая. Ну давайте для интереса поменяем игрока с усталостью 37, например. Полузащитника. Меняем вот на этого полузащитника. 2 клика, и они поменялись местами. Поэтому 33, полузащитник. Полузащитники станут больше всех, потому что они много бегают. Давайте поменяем этого полузащитника. Жмем сохранить установки. И последние 15 минут. Удастся ли нам переломить ход игры? Нет, ничья, не повезло. Что поделать? Вы можете видеть, что справа появилось окошечко с иконкой «Подробная статистика». Кликнув на нее, вы можете посмотреть, как играли ваши игроки, какие оценки они получили за игру, сколько времени они держали мяч. Подробная статистика по ударам в створ и по остальным параметрам игры. Точно так же есть статистика соперника. Закрываем статистику. Можно пересмотреть игру в видеоформате, например, кликнув на эту иконку. Игра начнется сначала, но уже без кнопок подряд. Они будут бегать без перерыва все 90 минут. Итак, мы провели первую товарищескую игру и научились немножечко играть. Теперь наша задача зарегистрироваться на турниры. Но не так все просто. Чтобы зарегистрироваться на турнир, вам нужно провести 5 товарищеских игр. Итак, сыграйте 5 товарищеских игр, после чего вы можете зайти на вкладку «Турниры», «Регистрация на турниры». Здесь вы увидите коммерческие турниры, которые открыты для набора. Например, на этом турнире 20 мест, а участвует пока только 8 зарегистрировалось на этот турнир. Вы можете тоже зарегистрироваться. Видите, успешно зарегистрировались, стало 9 участников. Как только наберется 20 участников, набор закроется, и на следующий день будет составлено расписание игр в турнире. После того, как вы научитесь играть в турнирах, вы сможете регистрироваться и на чемпионат. Регистрация на чемпионат происходит на страничке турнира «Регистрация на квалификации». Сейчас середина сезона, и квалификации еще не открылись. Они открываются с началом нового сезона, в данном случае 4 июля. Осталось не так долго.
пока качайте команду, играйте товарищеские игры, участвуйте в коммерческих турнирах и готовьтесь к открытию квалификаций. Что еще важно знать? После того, как вы зарегистрировались в турниры и составлено расписание, вы можете увидеть все ваши предстоящие игры на вкладке «Главное. Предстоящие игры». Здесь список предстоящих игр, и вы можете не спеша установить тактику на каждую игру. У вас достаточно времени. В данном случае 5 часов до начала игры, и я могу спокойно поиграться с тактикой, выставить лучших игроков и подготовиться к игре. Кроме того, играя в чемпионате, у вас будет возможность ставить места и цены на места на стадионе. Это тоже находится в предстоящих играх «Стадион». Здесь вы можете установить цену на билеты и получать доход со стадиона. Но не рекомендую вам менять сначала цену. Оставьте 11 виртуальных долларов за место за пластиковым сиденьем. Это принесет вам пока максимальный доход. Подробнее о доходах и финансах мы поговорим в одном из дальнейших обзоров. Итак, мы научились с вами играть в товарищеские игры, зарегистрировались в турнир. Что еще важно знать в игре? Во-первых, важно знать, что кликнув на любую аватарку соперника, вы получаете информацию о сопернике. Общую информацию о том, в каких турнирах он участвует, когда была создана команда, какие у нее параметры, какие кубки он заработал, какой у него стадион. Кроме того, здесь же появляется кнопка «Зайти на игру соперника» и посмотреть ее. В чате вы видите красные ники команд. Это означает, что соперник сейчас играет. Например, вы можете кликнуть на аватарку этого игрока и увидеть, что у него есть сейчас игра. Вы можете зайти поболеть за него, зайти на его текущую игру, посмотреть, каким составом он играет, какой расстановкой, и изучить соперника. Когда вы заходите на игру, появляются болельщики. Вы видите себя на трибунах как болельщика. Как общаться в чате? Чтобы отправить личные сообщения кому-то, вы можете выбрать соперника, выбрать менеджера и написать ему личное сообщение. Если вы хотите, чтобы только он увидел это сообщение, вы поставите галочку «Лично». Если вы хотите, чтобы все увидели это сообщение, уберите галочку «Лично». Если вы хотите, чтобы сообщение было не персональным, вы можете писать всем в чат. Или слать разные интересные иконки. Например, такую. Давайте обратим внимание, что на вкладке «Главное» есть у нас еще завершенные игры. Здесь список официальных завершенных игр. Вы можете в любое время пересмотреть игру и изучить соперника. Вы можете зайти в игру как текстовый репортаж или как видео. Но видео хранится не так долго, всего 1 сутки, поэтому в данной ситуации все игры остались только в текстовом репортаже. Итак, мы заходим в текстовый репортаж. Обратите внимание, что у команды есть усиление или ослабление. В данном случае команда ослаблена. Это значит, что менеджер давно не заходил в игру и не ставил тактику, поэтому его команда искусственно ослабляется, чтобы она быстрее вылетала из чемпионата и давала дорогу молодым новичкам, которые хотят играть. На табло есть также рейтинг матча. Это очень важный параметр. Вот, видите, мы забили гол. Рейтинг матча очень важный параметр. Он влияет на установку цены на билеты на стадион. Чем выше рейтинг матча, тем дороже можно поставить цену на билеты и больше доход получить. Кроме того, на табло есть вся информация. Ой, как мы
Как мы громим соперника. На табло есть информация об уровне команды и о рейтинге ЭЛО. Это две важные информации, которые говорят о силе команды. Чем выше уровень и рейтинг ЭЛО, тем сильнее команда. На страничке главной есть также вкладка «Мои турниры». Здесь список турниров, в которых вы участвуете, и места, в которые вы занимаете. Вы можете зайти, посмотреть состав, который участвует в этом турнире, ваших игроков. И можете посмотреть положение в турнире, которое занимает ваша команда, на каком она месте. В данном случае наша команда на 6-м месте. Также здесь есть список 5 лучших бомбардиров. Важная страничка также команда, состав игроков. Здесь вы можете видеть список всех ваших игроков. Обратите внимание, что на страничке имеется скроллинг. То есть вы видите не всех игроков, нужно проскроллить страничку вниз, чтобы увидеть всех. Справа показан уровень игрока. Если вы найдете мышкой на уровень, вы откроете вкладку с подробным описанием уровня и всех параметров. О параметрах мы поговорим позднее, это очень важная тема. Еще на этой страничке вы видите иконку действий. Здесь вы можете вызвать доктора, если игрок получил травму, выставить игрока на трансфер, переименовать игрока, уволить, то есть произвести с игроком любые действия. Если вы кликаете на всю строчку с игроком, открывается вкладка, даже не вкладка, а окошко со всей информацией об игроке. Его основные параметры, день рождения, возраст, все об игроке. Кроме того, здесь есть ссылка на игрока, которая очень важна. Вы можете копировать ее в разные места, например, в чат или в личную переписку. И эта ссылка превратится в линк на страничку данного игрока. Например, я пишу в чате. Захожу в комнату для рекламы, пишу в чате. Продаю и вставляю линк игрока. Жму, и она превращается в игрока с его аватаркой, фамилией, амплуа, гражданством, уровнем и возрастом. Кликнув на нее, открывается окошко с информацией об игроке. Что еще важно знать? Если вы хотите кому-то из менеджеров написать письмо, вы можете кликнуть на иконку письма и выбрать здесь ник менеджера. Выбрали менеджера и можете писать ему сообщение, а также посмотреть, когда он последний раз заходил в игру и в какой комнате он был замечен. Следующая важная страничка – это личные установки. На этой страничке вы можете поменять по умолчанию формат показа игры, которая будет либо 3D, либо текстовый репортаж, и поставить в правильное время. Задайте правильную разницу во времени между Гринвичем и вашим городом. Например, если это Москва, то разница 3 часа. Сейчас у нас стоит время по Москве плюс 3 часа от Гринвича. Чтобы проверить, правильно ли вы поставили время, сохраните настройки и посмотрите время на сайте. Оно должно совпадать с временем вашего города. Еще раз, личные установки. Время мы выставили. Важный параметр – удобное время для официальных игр в турнирах. Здесь вы можете выставить ваше удобное время. Например, вам удобно играть только вечером. Тогда вы выставляете время, например, с 16 по вашему времени до 23. И сохраняйте настройки.
Таким образом, при составлении календаря будет учитываться ваше пожелание, и игры будут ставиться именно на это время, но только ваши домашние игры. Если вы в гостях, то установки будут соответственно по времени соперника. Кроме того, здесь можно выбрать форму игроков, поменять название команды, поменять город и еще много чего всего, разных мелочей, которые вам помогут удобно играть. Ну что ж, я думаю, для начала вполне достаточно. О параметрах игроков, прокачке и трансфере мы подробно поговорим в следующем обзоре. Удачных вам игр и успехов в реале и виртуале!